Друзья, всем привет! Прошло уже 4 месяца после того, как мы вернулись из Китая. Хочу поделиться сегодня с вами информацией, что произошло с теми селфи-палками, которые мы видели вместе с вами на фабрике в Китае. Я сделал линейку селфи-палок, новую, обновленную, которая немножко дороже, чем предыдущая линейка, но сделана из более качественных материалов. Мы сейчас находимся на фабрике, где производится продукция не только для торговой марки UFT, но также для таких компаний, как Samsung, Xiaomi, Huawei и многих других. Также в этом выпуске мы заедем в гости к Андрюхе. Меня ниша интересовала детские товары, что-то такое, как привезти как поставщик и продавать на маркетплейсах. $10, окей? Да? Buy now. А что он смеется? Короче, за 20 купил долларов и лук, и пистолет. У Андрюхи сегодня приезжает товар. И очень интересно, что у него сейчас происходит. Пусть расскажет, какие у него планы на будущее. Но смысл заключается вот вообще всей этой истории в том, что бизнес Китаем – это игра в долгую. Бизнес Китаем – это тема, которая цепляет каждого, и мимо нее не может пройти серийный предприниматель, чтобы не попробовать себя в этой теме. Потому что достаточно легко можно заработать приличные деньги. Ребят, а чехлы на пульты для телевизора у вас еще продаются? Они у вас здесь где-то висели? Уже нету, да? А что, не продавались, да? Вообще нет. Понял. Даже 0 без палочки. 0 без палочки. Они никого не интересуют. Я понял. Окей, спасибо. Бывает? Да, вот так вот бывает. То есть человек замотивировался у меня на YouTube, привез очень большую партию чехлов на пульты для телевизора, силиконовых, и они не пошли. И, конечно же, если бы он у меня это спросил, можно ли такой товар везти, я бы категорически сказал нет. И вообще без теста товар везти категорически не рекомендуется. Нужно обязательно сначала затестить товар перед тем, как везти огромную партию. Вот результат: просто человек попал на деньги, когда у него нет знаний. И вот вы думаете, стоит ли сначала учиться, либо получить какого-то ментора, либо стоит идти набивать шишки самостоятельно и попадать на большие бабки. Иногда какие-то знания могут стоить там $500, 1000, 2, 3, 5. Иногда можно просто попасть на полтинник зелени, просто потому что решил сделать сам. У меня был достаточно приличный запрос с разных сторон о том, чтобы сделать линейку качественных селфи-палок. И мне кажется, что люди сейчас уже созрели к тому, чтобы покупать более дорогие вещи. Я принял решение сделать самую лучшую линейку селфи-палок в мире. То есть вроде как недавно эти селфи-палки были еще на фабрике. Сегодня они продаются уже во всех национальных сетях, таких как Комфи, Эльдорадо, Фокстрот, Розетка и многих других. И в ближайшие месяц-два они будут продаваться по территории всего СНГ. Что я сделал? Я просто собрал все потребности людей, которые покупают селфи-палки, и решил это все упаковать достаточно каким-то простым языком с помощью названий городов, стран. Например, я сделал селфи-палку, которая называется Нью-Йорк, Киев, Лапландия, Париж. На каждой из селфи-палок размещена фотография моей семьи. Действительно, друзья, важно делать свой бренд и вкладывать частичку себя, тогда вы еще с большим кайфом продаете эту продукцию. Идея была, чтобы покрыть всех покупателей. И мы создали линейку по ценовому сегменту и по потребностям полностью. Хочу запустить челлендж среди всех инфобизнесменов. Друзья, давайте показывайте уже наконец-то свои бизнесы в офлайне, показывайте, как продаются ваши товары, а то я слышу только какую-то информацию, но ничего своими глазами не вижу. Друзья, запускаю челлендж. Ты следующий. Офлайн — это все-таки, когда человек может прийти вживую, посмотреть, подходит ему переходник, не подходит, померить, прийти, да, потому что в интернете не всегда это сделать получается. Хоть и интернет-продажи растут с каждым годом, но офлайн все-таки рулит, в офлайне все-таки сидят основные продажи, если только покрыть своей продукцией всю страну. Друзья, если вам интересно продавать продукцию моего бренда UFT, есть возможность стать официальным представителем UFT.
Мы ищем компании, которые готовы достойно представлять мой бренд UFT на своих рынках. Мы решили дать возможность заработать компаниям на нашей экспертизе. Мы очень хорошо разбираемся, как найти товары, как создать тренды, как создать самый лучший продукт на рынке. Мы готовы этим поделиться компаниям, которые станут официальными нашими представителями в разных странах. Не нужно будет искать товарку, постоянно быть в поиске, что же сейчас лучше всего продается. Не нужно будет разбираться, а как создать свое производство, как проверять продукцию в Китае для того, чтобы она была качественная и она соответствовала тем требованиям, которые должны быть к данному продукту. Мы это все берем на себя, и все, что нужно, чтобы стать официальным представителем бренда UFT, это сделать минимальный заказ на сайте UFT, ссылочка в описании. Мы работаем только с одним эксклюзивным представителем в стране, поэтому спешите оставить заявку первым. В прошлый раз, когда был здесь, вот на этом паркинге, вернулся в машину, чтобы взять шнур от айфона для того, чтобы зарядить телефон. Возвращаюсь, у меня не работает ключ. Подхожу и всячески пытаюсь, не получается. Думаю, может быть, батарейка села. Пошли поменяли батарейку, приходим, все равно не работает. Пошли поменяли еще раз батарейку, думаю, может, как-то неправильно вставили, все равно не работает. Перезваниваю на Audi, говорю, ребят, что-то у меня ключ не открывается, как можно открыть? Я разобрался, как можно открыть. Покажу сейчас всем, кто хочет разобраться, как можно ключом механически открыть машину. Вот здесь снимается вот эта пимпочка, засовываешь ключ и открываешь. Оп. Короче, в чем фишка? У меня кто-то отвязал ключ и хотел привязать свой ключ, но в какой-то момент сбил их либо я, я не знаю, либо кто-то из охраны. Хотели, походу, у меня просто украсть машину. То есть я когда приехал на Audi, мне говорят, что у вас отвязан ключ, показывает ошибка системы. Мы снова ключ привязали. Мы там напрягаемся, что какой-то бизнес Китая, заказываем товары, упаковываем бренды. А тут люди просто особо сильно не напрягаясь, считали ключ, сели в машину за сотку и поехали. Здорово. Мы снимаем человека, который не любит сниматься на камеру. Ты думаешь, что у тебя не будет круглоход продаваться? Посмотрим. Ну, ты Пока запустил рекламу... 0, да? Пока 0. Ну так вот. Бизнес Китая. Пацаны, ссылочка в описании. Сделайте хотя бы один заказ Андрюхе, чтобы он не говорил 0. Там будет все. Везем на Андрюхино секретное место для разгрузки товара. На камеру Пацаны, все туда. Едем за рюкзаками. Те, кто внимательно смотрит мой влог, видели, когда мы показывали рюкзак у этой фабрики на выставке. Как говорят ребята, сейчас у них вот это самый топ продаж. Вот они к нему сегодня приезжают. Мы сейчас едем туда, он еще их не видел вживую. Посмотрим сейчас на его первую реакцию. Еще пока не проверил. Андрюха сейчас открывает, а там пусто. Поздравляю с первой партией бизнеса с Китая. Подожди, надо еще посмотреть, что он Да, главное, чтобы в коробках там все было хорошо. Слушай, ну ты выбрал все-таки изначально качественный продукт. Тут открывай, не открывай, по-любому будет классный продукт. Ребят, как думаете, Супермен, Бэтмен, пойдет такой рюкзак? Как по качеству? Ну, вроде качественно все. Мне нравится. А откроешь, как там с отделениями? Так открывается, замок работает. Ну, взгляд. Подушечки даже внутрь положили, не пожадничали. Не помяли, да. Так, открываем следующий ящик. Смотрим, что у нас тут. Вот. Бэтмен у нас. О, так тут тачки уже пошли. Уже первые покупатели подъезжают. Уже с коробочкой. Да, ну, так вообще здесь даже... Посерьезнее все. Здесь даже на подарок не западло подарить. А тебе что, западло, что ли? Не. Слушай, ну мешочек такой прям, да. Слушай. Тут получается, он как чемоданчик идет. Вон, кстати, Андрюха машинами еще занимается, гоняет машины, если кому-то надо, там, со Штатов пригнать машины. Вы со Штатов или еще откуда-то? Со Штатов, да. Со Штатов, если нужно машину пригнать, тоже Андрюхе пишите. Иногда так бывает, что
С Китая что-то привожу, на детях оттестил, смотрю, 3 минуты в руках подержал и кинул. Все, значит, это не надо покупать. Ребят, напишите, какой больше всего вам понравился из этих всех рюкзаков, которые мы сейчас рассматриваем. Я сейчас посмотрю еще 5-й. И для своих детей, у меня, напомню, что девочка 4 года и мальчик 7 лет, выберу для них какие-то 2 рюкзака. Такие уже во дворе у себя видел. Вот. А это получается поменьше, я так понимаю, что они подешевле, наверное. Да, они подешевле. Ну, все качественное. Замочки, фурнитура, все. Они ж пахнут. Да? Да. Деньгами. Деньгами пахнет, да. Для начальных классов. Продай мне, пожалуйста, Давай деньги. на приват. На приват. Пацаны, у нас уже оператор, который любит жвачки жевать там в выпусках, особенно на Тесле, вот уже забирает вот этот рюкзак. Свои, короче, выручают везде. То есть, ребят, получается $32 входящая цена, около $70 розничная. На опте я 54 их поставил. На опте $54. На дроп 58. То есть, если просто выкупать, то есть $54, если тебе просто скидывают заказ по дропшиппингу, то $58. Входящая цена к тебе на вот эти рюкзачки, которые Бэтмен и Да, Супермен, $20. маленькие, да? $20 входящая к тебе, по $35 ты на опт отдаешь, да? По 38 на дроп. $38 на А дропшиппинг. в розницу мы по 1150 поставили. 1150, это сколько ориентировочно? 1150. $46 будет. Да, это $46. То есть получается $20 вход, $46 в розницу. Вполне нормальные цифры для того, чтобы продавать брендовые вещи, которые популярны во всем мире. И каждый ребенок знает, что такое Супермен, что такое Бэтмен, что такое Ламборджини. Не каждый взрослые пацаны, конечно, знают, как Ламборджини едет, но это такое дело. Еще все впереди. Оригинальные вещи, это оригинальное качество, и вот бизнес с Китаем можно делать и таким образом. То есть, как мы видим, есть реальные цифры входящих цен, есть реальные цифры розничных цен, которые Андрюха заходит на розничные сайты и мониторит. Есть у него конкуренция по некоторым из этих позиций, и он спокойно, заказывая товары с Китая, может с ними конкурировать и понижать цену немножко ниже, чем у них. Но я так понимаю, там не стоит задача там сильно демпинговать. Да, конечно. Лучше выдерживать цену и всем зарабатывать. Так что, друзья, делайте бизнес с Китаем. Это не так сложно. Самое главное сделать первый шаг. Реальная история, реальные коробки, реальный бизнес. Лендос ты тоже уже сделал, да? Да, лендинг уже есть. То есть лендинг, товар. На крупнейшем маркетплейсе «Розетка» в Украине уже можно эти рюкзаки покупать, уже они в наличии, можно нажать кнопочку «Купить», и этот рюкзак будет в течение нескольких дней у вас. Поэтому вот так делается бизнес, стартуйте, и я верю, что скоро будет ваш первый миллион, а еще больше верю, что скоро будет первый миллион у Андрюхи. Друзья, и как же без розыгрыша? Вот эту крутую просто машинку Lamborghini, Андрюх, как она правильно называется? Hurricane. Или Hurricane. Huracan. Получит тот, кто сделает простые 3 действия. Первое, нужно быть подписанным на мой YouTube-канал. Второе, нужно подписаться на Instagram Андрюхи, где он продает вот эти крутые чемоданы. И третье, найти фотографию с этим именно красным чемоданом и под ней написать слово «хочу». Среди вас 15 сентября мы разыграем этот чемодан. Кайшиба. Сейчас вот привез один товар, посмотрим, как он продастся. Вот. Ну, тоже по одному товару, конечно, выводы какие-то делать нельзя, потому что он, может, не зайдет. Вот. Может быть, наоборот, зайдет, хорошо продастся, вот, а другой завезешь, он будет хуже продаваться. У меня как бы амбиции другие, вот, то есть там на одном товаре останавливаться как бы не вижу смысла. Надо таких товаров большое количество, делать какой-то склад, масштабировать это все, не останавливаться на одном товаре и зацикливаться на этом. То есть надо искать постоянно интересные товары, привозить их и реализовывать. Это топовая фабрика в мире. Это фабрика, которая продает во все страны мира, там, в США, в Канаду, в Европу. Эти рюкзаки продаются по всем аэропортам, вообще везде. И если Андрюха серьезно забурится и правильно сделает все шаги, то он рискует стать очень богатым человеком.